Есть испанские фразы, которые на Рождество звучат везде. В магазинах, на работе, в сообщениях и даже за столом. Иностранцы обычно думают, что все понимают. А на самом деле понимают, да совсем не то. Сегодня я покажу тебе 10 рождественских испанских фраз, которые иностранцы всегда интерпретируют неправильно. И объясню, что испанцы на самом деле имеют в виду. Если ты живешь в Испании, общаешься с испанцами или просто не хочешь звучать заученными стандартными фразами, это видео убережет тебя от многих неловких моментов. Поехали! Оля, я Наталья. На этом канале я делюсь фишками, которые ты встретишь в Испании, и объясняю испанский язык так, как он звучит в реальной жизни, а не в учебниках. Здесь мы разбираем язык, культуру и реальные ситуации. Так что оставайся, будет полезно и очень по-испански. И вот теперь самое интересное, потому что на Рождество и Новый год испанцы делают вещи, которые для иностранцев звучат странно, смешно или вообще непонятно. Это не ошибки и не особенности характера. Это культура, и если ты ее понимаешь, ты перестаешь удивляться и начинаешь чувствовать себя комфортно в любой жизненной ситуации, находясь в Испании. Давай разберем, что на самом деле происходит в эти дни. Шаг за шагом. Felices fiestas – одна из самых частых ошибок иностранцев в Испании. Они думают, что Felices fiestas – это просто замена Feliz Navidad. Но нет, это не менее теплый вариант. Это более универсальный. Испанцы используют его, когда не хотят быть слишком личными, не знают, что именно ты празднуешь, поздравляют коллег, соседей, продавцов, людей по ходу жизни, когда хотят создать хорошее о себе впечатление и быть просто вежливыми. Пример из реальной жизни. Ты заходишь в свое обычное кафе, платишь за кофе и говоришь баристу, прощаясь: «Felices fiestas». Это звучит вежливо, тепло и абсолютно уместно. А вот если ты скажешь «Feliz Navidad» человеку, которого видишь практически первый раз, это может прозвучать чуть слишком лично. Поэтому испанцы используют «Felices fiestas» чаще, намного чаще, чем «Feliz Navidad». И вот если ты живешь в Испании, либо часто здесь бываешь, Felices fiestas почти всегда безопаснее. Это именно та фраза, с которой ты никогда не ошибешься. Que te traigan muchas cosas los reyes. Вот здесь иностранцы ошибаются почти всегда. Когда испанцы говорят que te traigan muchas cosas los reyes, многие думают, что речь идет про подарки на Новый год, либо на Рождество, как это принято во многих европейских странах. Но нет. В Испании главные подарки не 25 декабря. Главные подарки это 6 января, в Día de Reyes. Особенно это касается детей. Со взрослыми ситуация немного неоднозначна. Это очень важно понимать. Поэтому, когда тебе говорят que te traigan muchas cosas los reyes, это не шутка, не красивая фраза, и это совсем не образное выражение, чтобы закончить разговор. Это реальное пожелание подарков. Пример из жизни. Ты поздравляешь семью либо коллег в конце декабря. И тебе отвечают именно так. Потому что в голове у испанцев подарки ассоциируются именно с Reyes. Дети, например, в Испании ждут совершенно не Санта-Клауса или Папа Ноэль, а Los Reyes Magos. Они пишут им письма, ходят на парад 5 января. Ловят карамельки и утром 6 числа находят подарки под елкой. Если кто-то из бабушек и дедушек не успел доставить подарок вовремя, то очень часто говорят «Me han dejado algo para ti». «Мне оставили что-то для тебя», ссылаясь на таких магических королей, либо же волхвов, как некоторые любят их называть. Поэтому, если ты в Испании скажешь «Жду подарки на Новый год», испанец может немного удивиться. А вот Reyes – это именно сердце всей праздничной магии. Nos vemos después de Reyes. И вот еще одна фраза, которую иностранцы почти всегда понимают неправильно. Nos vemos después de Reyes. Многие думают, что это значит «ну, через пару дней». Но нет,
después de Reyes. Это не конкретная дата, это культурный способ увильнуть от ответа. Это значит не сейчас, не на этой неделе, не в разгар праздников. А когда же все вернется в норму? После 6 января в Испании заканчиваются семейные обеды, заканчиваются праздники, дети возвращаются в школу, а взрослые в рабочий режим, и жизнь становится снова обычной. Пример из реальной жизни. Ты предлагаешь встретиться в конце декабря, а в ответ отвечают «Mejor después de Reyes». Лучше после Дня королей. Это вежливо означает «давай не сейчас». Не в этой праздничной суматохе, а потом уже встретимся в более спокойной обстановке. И вот здесь важно понимать, что когда вам говорят это совершенно не означает, что вам отказывают. Это просто испанский способ сказать сначала праздники, семья, близкие, а потом уже все остальное. Поэтому фраза «después de Reyes» — это как кнопка «вернуться к реальности». «Hacer una cena de empresa». Вот еще одна фраза, которую многие иностранцы понимают слишком буквально. Hacer una cena de empresa. Многие думают, что это что-то формальное. Деловой ужин, костюмы, официальные речи. Но в Испании это вообще нет. Cena de empresa – это много еды, еще больше алкоголя, шутки, которые на работе никогда не прозвучали, и момент, когда коллеги внезапно становятся слишком откровенными и танцуют так, что ваше представление об этом человеке просто переворачивается с ног на голову. Есть даже классическая фраза, которую испанцы говорят каждый год. «De esto no se habla mañana». Об этом завтра мы не говорим. И вот еще один важный культурный момент, который иностранцы очень часто не знают. То есть вместо премии, коробки конфет или хорошего подарочного набора компании сейчас оплачивают ужин. То есть ресторан, вино, десерты, дискотеку уже нет. Официально компании сейчас это маскируют под лозунгом «чтобы поблагодарить всех сотрудников и провести вместе время вне компании». А неофициально многие считают, что это просто красивый способ сэкономить, потому что подобный ужин обходится намного дешевле компании. Поэтому в Испании к таким ужинам относятся очень легко. Это не обязанность, хотя другие могут обратить внимание на ваше присутствие и потом могут посчитать, что человек вне коллектива, если не присутствует на таких мероприятиях. Поэтому частой уловкой в эти дни является «пойдем поедим, посмеемся и посмотрим, кто завтра будет делать вид, что ничего не было». Так что если тебе говорят «tenemos cena de empresa», не жди формальности, а жди контраста, после которого кто-то явно будет краснеть. Turrón blando, turrón duro. А теперь фраза, над которой иностранцы обычно улыбаются, пока не понимают, насколько это серьезно в Испании. Turrón blando o duro. Для начала, что такое туррон? Это традиционная испанская рождественская сладость из миндаля, меда, других орешков. Хотя сейчас уже есть очень много современных вариаций такой сладости, которые совсем не напоминают классический вариант. Без него в декабре не бывает ни одного застолья. Так вот, в Испании есть два лагеря. Turrón blando – мягкий, и turrón duro – твердый. И это совершенно не про вкус. Это больше идеологический вопрос. Спросить не то – это почти как перепутать café solo o con leche. Потому что мягкий – это для удовольствия, твердый – это классика традиций детства. В некоторых семьях это вечный спор. Blando es mejor. No, el bueno es el duro. И угадай что? На столе у испанцев всегда оба. Чтобы никто не обиделся. Также многие стоматологи совершенно не рекомендуют пробовать твердый туррон, так как именно в эти дни увеличивается количество консультаций по поводу треснувших либо надколотых зубов. Так что, если ты в Испании, тебя спрашивают «blando o duro», это вопрос с подвохом. И его можно расценивать как тест на интеграцию в Испании. Feliz salida y entrada de año. А теперь фраза, которая иностранцам почти всегда кажется странной. Feliz
salida и entrada de año. Если переводить буквально, звучит почти механически «счастливого выхода и входа года». Но для испанцев это абсолютно нормальное, очень культурное поздравление. Эту фразу совершенно не говорят вслух за столом. Ее почти никогда ты не услышишь в разговоре. Зато ее очень часто пишут в сообщениях, в рабочих чатах, в имейлах, в официальных поздравлениях, в подписях компании и организации. Также данную фразу очень часто можно видеть в журналах, на плоттерах, в рекламных предложениях в эту пару года. Это идеальный вариант, когда нужно поздравить корректно, не быть слишком личным, не нарушать дистанцию и при этом звучать по-испански естественно. По сути, это испанский эквивалент с наилучшими пожеланиями в наступающем году. Поэтому, если ты видишь «Les deseamos una feliz salida y entrada de año», это не холодно, это вежливо, нейтрально и очень правильно. И наоборот, если ты напишешь такое поздравление, испанцы сразу поймут. Ты знаешь контекст, ты понимаешь культуру, ты умеешь выбирать тон. И именно такие детали делают твое поздравление по-настоящему испанским. Кстати говоря о поздравлениях. В моем телеграм-канале уже доступен файл с вариантами новогодних поздравлений на испанском языке в лучших испанских традициях. Кто еще не видел, переходите по ссылке. Подписывайтесь и скачивайте руководство. Абсолютно бесплатно. Dar las uvas. А теперь фраза, на которую иностранцы ломаются каждый год. Dar las uvas. И логика у иностранца сразу такая: кто кому дает виноград и зачем? Но нет. Dar las uvas – это вообще не про людей. Это про часы. В Испании говорят, что часы дают виноградины, потому что именно удары часов задают ритм. Удар – виноградина, удар – виноградина. То есть не ты ешь виноград, а часы буквально выдают тебе каждую виноградину по очереди. Поэтому говорят «Cuando den las uvas», когда куранты дадут виноградины, «Después de dar las uvas», после боя часов либо курантов, «a la hora de las uvas», в момент виноградин, это не метафора. Это испанский способ описать момент полуночи 31 декабря. И вот здесь иностранцы очень часто ошибаются. Они говорят «comer las uvas», есть виноград. Это не ошибка, но звучит совершенно не по-испански. А если ты скажешь «Después de dar las uvas, nos vamos», после того, как пробьет виноград, мы уходим, ты звучишь как человек, который реально живет в Испании. Также многие испанцы используют эту фразу, чтобы подогнать немного кого-то. Особенно, когда опаздывают. Либо, допустим, когда засиделись в гостях и намекают на то, что уже якобы слишком поздно. В эти дни данное выражение можно услышать совершенно в разных контекстах. Но основной смысл такой: «tomarse las uvas». И вот здесь появляется еще одна важная фраза «tomarse las uvas». Иностранцы часто думают, что это про поесть виноград. Но для испанцев это не еда, это ритуал. «Tomarse las uvas» значит быть в нужный момент, делать это вместе со всеми и войти в Новый год правильно. Поэтому испанцы относятся к этому так серьезно. Они считают виноградины, чистят их заранее, кто-то даже режет их. При этом весело проводят время в окружении близких и дорогих им людей. Потому что если ты опоздал, сбился, либо начал раньше времени, или просто не успел, ритуал удачного входа в Новый год считается испорченным. И вот разница. Comer uvas – это просто есть виноград. Tomarse las uvas – участвовать в новогоднем моменте. Это как не просто выпить бокал, а поднять тост. Именно поэтому испанцы говорят «Te has tomado las uvas?» То есть ты прошел этот ритуал, а не «Has comido uvas?» Brindar por. И вот еще одна тонкость, которая выдает иностранцев за новогодним столом. Бриндар, то есть поднимать бокал и произносить тост. В испанском всегда brindamos por algo. Без por фраза звучит обрубленно и неестественно. Но есть еще один момент, который почти никто не объясняет. Испанцы не относятся к тостам
так торжественно, как мы привыкли. Здесь совершенно не ждут паузы, не встают каждый раз, не говорят длинных красивых речей. И не обязательно чокаются перед каждым глотком. Здесь совершенно нормальным считается сделать глоток вина самому, выпить бокал вина без чокания бокалами. Или же вообще ничего не говорить. А когда бокалы все-таки поднимают, это чаще выглядит так. Все говорят одновременно, каждый что-то свое. Por la salud, por la familia, por el año nuevo, por estar juntos. Либо иногда просто сокращают, но на то они испанцы и говорят просто «салют», «фелисида», «амор». Хаотично, шумно, без порядка. И в этом вся Испания. Поэтому длинный, красивый тост – это редкость в Испании. Поэтому, если ты хочешь звучать естественно, достаточно просто сказать одно слово. За что ты желаешь выпить? Когда все чокаются в определенный момент. Или же просто сделать глоток, когда хочется выпить. Без пафоса, либо пущего акцента к происходящему. Propósitos de Año Nuevo. И последняя новогодняя вещь, которая очень часто удивляет иностранцев. Propósitos de Año Nuevo. Новогодние намерения. И здесь есть важное отличие. Испанцы относятся к этому намного легче, чем мы с вами привыкли. Это не обещание самому себе. И совершенно не про список «с понедельника начинаю новую жизнь». Это скорее мысль, идея, направление. Что-то вроде «Este año me gustaría». A ver si este año intentaré. Без удивления, без чувства вины, без «если не получится, то значит я плохой». Поэтому, когда испанец говорит «Mis propósitos para este año son», он не предполагает, что через месяц он проведет сам себе аудит и будет четко отслеживать происходящее. Это не контракт, это настроение. И здесь совершенно не закладывается тот модный посыл, о котором сейчас трубят все соцсети. Про намерения, договор с Вселенной и так далее. Самые типичные пропósitos у испанцев – это больше отдыхать, меньше стрессовать, уделять время семье, заботиться о себе, hacer más deporte, когда получится. Очень редко это когда про что-то материальное. Здесь, в Испании, когда мы говорим о намерениях, это больше про состояние души и тела. А если в феврале или марте об этом уже забыли, никто не считает это провалом. Потому что по-испански Новый год – это не про контроль, а про жизнь в процессе. И если ты хочешь наконец-то понимать испанцев, как они общаются в повседневной жизни, понимать их логику и ход мыслей, а также не переводить дословно в голове каждую их фразу, то есть чувствовать испанский. Записывайся на мои занятия. Я работаю индивидуально, с реальными ситуациями, живым языком и тем, что действительно используют сами испанцы. Запись на следующий год уже открыта, но места ограничены. Напиши мне, и я все объясню. А также сейчас я организую закрытый разговорный клуб испанского языка, где мы говорим о самом актуальном и затрагиваем все триггерные точки изучающих испанский язык. Кому это интересно, тоже пишите. И если тебе было полезно это видео, пожалуйста, не забудь подписаться и поставить ему лайк. А также поделись им. Это реально помогает каналу развиваться и дает мне возможность создавать еще больше полезных, честных и живых видео про испанский язык и настоящую Испанию. Потому что на этом канале мы говорим не только про язык, но и про культуру, мышление и повседневную жизнь в Испании. Полезные видео выходят здесь каждый вторник и пятницу. А в разделе «Сообщество» появляются полезные фразы и слова, которые реально используют испанцы в жизни. Не забывай подписаться и на другие мои соцсети. В каждой из них я раскрываю разные темы про испанский язык и жизнь в Испании. И, конечно, с наступающим Рождеством и Новым годом! Спасибо, что смотришь, и до скорой встречи в эфире. Hasta pronto!